Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний Таро прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю. Неделю с 6 по 12 июля. Давайте посмотрим, что ожидает Водолеев, какие карты вам сегодня выпадут в нашем еженедельном раскладе. Насколько он вам подойдет, можете написать в комментариях, можете оставить отзыв, сообщение свое под этим видео. Также можете оставить сообщение касательно даты рождения вашей или кого-то из ваших знакомых и поучаствовать тем самым в акции, которая проходит на моем YouTube-канале. Условия акции в описании под этим видео, а также на вкладке «Сообщество», кому интересно. Пишите, соответственно, дату рождения свою или кого-то из своих родных. Кроме того, не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой YouTube-канал. Я буду очень-очень рада видеть новых зрителей, новых подписчиков у себя. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Водолей. Водолеи на неделе с 6 по 12 июля. Какие интересные события вас ожидают в этот отрезок времени. И какие карты, соответственно, нам об этом сегодня расскажут и в каких сочетаниях. Расклад для Водолея. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Итак, что у нас есть? У нас есть принцесса мечей, карта такого исследователя любопытного, да? Карта человека, который пытается найти какую-то информацию, проявляет интерес, любопытство в каком-то вопросе. То есть вы здесь интересуетесь какими-то вещами, находите ответы на свои вопросы. И в связи с этими ответами полученными готовы решительно действовать, готовы предпринимать какие-то шаги, готовы использовать какие-то возможности. Возможно, здесь по принцессе мечей речь про то, что вы общаетесь с кем-то тоже воздушного знака. Это как вы, Водолеи, Близнецы или Весы. Но я думаю, что вы здесь проявляете себя таким образом по принцессе мечей. То есть ведете себя как такой исследователь, да, человек, который изучает какой-то вопрос и возможности, которые вам даются в связи с этим. Готовность действовать честно, решительно здесь. Это то, что у вас будет преобладать в начале недели. Итак, Водолеи, давайте посмотрим, что еще здесь есть по принцессе мечей. Есть карта двойка жезлов, то есть что-то касаемо выбора. Возможно, принять решение, сделать выбор. Вы рассматриваете какую-то гипотетически возможность, которая у вас может быть, как перспективу в будущем. Смотрите вдаль, рассчитываете на то, что, возможно, она проиграется лучшим для вас образом, чем то, что есть уже сейчас у вас. То есть вы можете здесь рассматривать какой-то шанс куда-то поехать или шанс что-то изменить в лучшую сторону для себя по двойке жезлов. Это как любопытство тоже, потому что двойка жезлов — это интерес. Интересоваться, где купить билеты, интересоваться, там, допустим, какая есть лучшая вакансия, да, чем та, что у вас есть. То есть рассматривать какие-то возможности, интересоваться ими, проявлять любопытство, пытаться у кого-то что-то расспрашивать или искать в интернете ответы на свои вопросы. То есть интересоваться, что-то изучать. Для вас это будет здесь особенно важно. Дальше карта влюбленная, она по сути тоже про выбор, про необходимость принимать решения и понимание, что ваш выбор влечет за собой какие-то серьезные последствия. Он может иметь влияние на других людей, на людей, которые с вами в отношениях, в союзе, да, или парные отношения, любые, к которым вы имеете отношения, там, партнерские отношения на работе или в отношениях личных. То есть влюбленные — это союз людей и необходимость выстраивать гармоничные отношения в этом союзе. Но и также это карта выбора, двойственности. То есть прислушаться к себе, к своему внутреннему чутью или к фактам, прислушаться к себе или к окружающим людям, сделать так или так, да, каким образом поступить. То есть влюбленные — это всегда выбор, который вам дается. Давайте подумаем, что здесь еще может быть, в принципе, о
трио водолеев, да, вместе с картой влюбленная. Здесь двойка кубков, две руки сплетенные вместе. Опять-таки акцент на союз, на парные отношения, на необходимость доверительные отношения создавать в работе, коллективные, да, доверительные партнерские отношения, чтобы работать и доверять человеку, с которым вы находитесь там в работе, в каком-то одном проекте, в одном деле, там, в бизнесе, не знаю, то есть какой-то вот напарник. Либо в отношениях желание выстраивать доверительные отношения, какие-то доверительные беседы, разговоры для вас, вот что-то в таком духе тоже здесь может иметь место быть. Или даже ребенок здесь может играть какую-то важную роль для вас, то есть необходимость договориться с ребенком вашим или другом по двойке кубков. Это кто-то, кто для вас как родственная душа, кто-то для вас близкий. Следующая карта у вас — это карта колесница. Колесница — это рывок вперед, это движение, это прогресс, это движение к цели, которую вы преследуете. Колесница, она может показывать фактическое передвижение, то есть вы можете прямо физически куда-то перемещаться и ехать. А может быть, что-то здесь связанное с транспортом для вас будет. Но я думаю, что здесь имеется в виду по императору и по колеснице рывок вперед и прогресс в делах, потому что вы управляете этой колесницей, вы занимаете лидирующую, главенствующую роль. Вы здесь выступаете в роли такого вот императора, который управляет другими королями, который здесь играет в эту игру своей жизни, продумывает дальнейшие шаги и действия. Не зря он держит шахматную фигуру, то есть он как хорошую шахматную партию разыгрывает. И для этого вот он здесь как будто бы принимает какие-то решения, соответственно, да, по императору и проявляет себя как человек амбициозный, авторитетный и достигает таким образом своими решениями, достигает цели, либо значительно продвигается к своей цели по колеснице, то есть к победе, к успеху, какой-то рывок вперед делает. Карта четверка пентаклей, карта бережливости, алчности, какой-то скуповатости есть четверка, ваше желание сохранить свои ресурсы. Причем это могут быть сохранение ресурсов не только материальных, не только денег, когда вы пытаетесь на чем-то сэкономить, но в любом случае как будто есть что-то, что вы не хотите терять или отпускать, или вы не хотите растрачивать зря свою энергию, свои эмоции, там, свое время, в конце концов, это тоже ресурс. То есть по четверке пентаклей здесь бережливое отношение к чему бы то ни было, то есть очень такое разумное, экономное в отношении чего бы это ни касалось. Карта Солнца здесь же ощущение, что вы счастливы, вы рады по карте Солнца, вы испытываете радость от того, что вы обладаете здесь чем-то для вас ценным, важным, что вы не хотите отдавать или отпускать. Может быть, здесь есть ясное понимание, как сохранить или сберечь что-то, что вам принадлежит, или ясность в том, как правильнее распоряжаться своими ресурсами, или как найти выход из какой-то ситуации щекотливой, меньшими потерями, то есть минимальными потерями. То есть, опять-таки, как бы сэкономить в этой ситуации. Карта смерть, карта серьезной трансформации, которая здесь может происходить, либо каких-то ситуаций, где вам нужно от чего-то отказаться, от чего-то уйти, с чем-то попрощаться, да, что-то завершить. Может быть, кто-то завершает рабочую неделю, в отпуск уходит. Или вот что-то как будто нужно вам здесь завершить и освободиться от чего-то. Выбросить старую ненужную вещь, к примеру. А для кого-то здесь по карте смерть это общение с человеком знака Скорпион, может тоже иметь место быть. Тут же карта умеренность, карта Стрельца. Но смотрите, в целом в этой трансформации, этом изменении вы стараетесь сохранять баланс, равновесие, стараетесь здесь не предпринимать каких-то кардинальных решений и действий. То есть стараетесь находить с кем-то возможность договориться или найти компромисс в ситуации, где что-то завершается. Или отказываясь от чего-то, вы стараетесь не испортить с кем-то отношения, допустим, да, с вашими близкими. Дальше карта рыцаря кубков, карта водного знака. Возможно, у кого-то общение с водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы. Но и в целом рыцарь кубков, он такой энтузиаст, он позитивно настроенный человек, он очень оптимистично смотрит на какую-то по пятерке жезлов борьбу или какую-то задачу, которую нужно выполнить, которая может казаться непростой, трудоемкой или затратной в плане сил, непростой в целом, но вы очень оптимистично настроены, и по рыцарю кубков можете даже где-то находиться в состоянии внушения, то есть очень как в розовых очках смотрите на происходящую битву, на происходящее событие по пятерке жезлов. И рыцарь кубков в данном случае показывает, что вы можете
также и столкнуться с тем, что у кого-то есть скрытое намерение в отношении вас, и это вызывает конфронтацию, какую-то борьбу там с окружающими здесь, потому что вы с чем-то не согласны, кто-то вводил вас, да, вот как пытался вас запутать, да, вот такое вот. Дальше идет карта тройка пентаклей, это карта возможности договариваться с другими, возможности сообща с другими что-то делать, может быть даже со своими близкими, то есть дома, в какой-то бытовой ситуации совместно с родственниками что-то здесь выполнить, сделать по дому, либо в рабочей ситуации, если вы работаете в этот день, то по этой карте тройка пентаклей возможность с кем-то опять-таки сообща работать хорошо, коллективно. И также тройка пентаклей это вот знаете удовольствие от того, что вы здесь занимаетесь каким-то делом, может быть руками что-то делаете, то есть удовольствие, увлеченность каким-то занятием, которое вот вам интересно, и по тройке пентаклей вы уверены в том, что оно будет успешным, да? То есть вам нравится это делать, вы понимаете, что имеет смысл этим заниматься. Можете получить помощь, поддержку, если вам необходима помощь здесь. То есть помощь, поддержка, участие, опять-таки, родных и близких. И по карте Страшный суд здесь может быть ситуация, где по страшному суду все как будто как переворачивается с ног на голову, когда люди готовы идти вам навстречу и договариваться о чем-то или помогать, которые раньше, допустим, этого не делали. Может быть, вы здесь с удовольствием начинаете делать какие-то вещи, которые вы откладывали на потом, да, и вдруг это потом наступило здесь. То есть понимаете, что ну вот сейчас, да, когда, если не сейчас, да, и начинаете какую-то работу выполнять, которую откладывали на потом, и делаете ее в воскресенье. То есть здесь что-то как будто напоминает о себе. Может быть, какие-то былые связи или люди, с которыми вы раньше работали, тоже могут напоминать о себе. То есть что-то, что вы делали с кем-то сообща, какое-то совместное дело тоже по карте Страшный суд. Но в целом здесь Страшный суд — это успех. Да, успех и ваша уверенность, настроенность на успех, на справедливость и на то, что вы добьетесь результата, если вы вкладываете свои усилия, что вы получите как хороший урожай. Да, если вы работаете, много вкладываете усилий, здесь, не знаю, вскапываете грядки, там пропалываете, поливаете, то получите хороший урожай. То есть у вас вот такой вот здесь настрой, по крайней мере. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого.